Здесь нереально круто. Одно из тех мест, которые буду помнить всю жизнь. Вот такая вот красота. Привет, друзья и случайно зашедшие. Я Странный Дядька, вы у меня на канале. И сегодня мы с вами посетим ущелье Ыбыкты-Сай. Это совершенно удивительное место. Просто потрясающее творение природы, которому как минимум, наверное, 50 миллионов лет. А главное, это то, из какого материала и как выглядят стены этого ущелья. Вот здесь вы можете посмотреть. Посмотрите внимательно. Это можно написать разными словами. Ну, во-первых, это может выглядеть как пористый шоколад. Или как легкие. Или как пористые кости какого-то животного. Или много всяких разных сравнений приходит на ум, но это совершенно потрясающе выглядящее место. Это такой материал, это одновременно вроде бы и ракушечник, и в то же время одновременно мел, то есть все, так сказать, сплетенное в одну структуру. И вот такими вот причудливыми формами, вон там, посмотрите, наверху, все это дело пористое, вымыто и выщерблено ветром. Посмотрите, какие высокие вот там края. Где-то от дна ущелья до верха, ну, минимум 6 метров, наверное, а может даже и больше, 8 метров. И все это вот такие вот края. И все это уходит вот в такое вот узенькое ущелье. Пойдемте с вами прогуляемся в это ущелье Ыбыкты. Потрясающий памятник природы, расположенный в Казахстане на полуострове Мангыстау, рядом с городом Актау, на берегу прекрасного Каспийского древнего моря. И уже прямо вот здесь, посмотрите. Посмотрите, как это выглядит. Обалдеть! Это одновременно и впечатляюще, и страшно, я не знаю почему. Страшно, наверное, потому что это какая-то вот такая, это же биологическая, бионическая структура всего этого. И кажется, что ты заходишь не в ущелье между скал, где был поток воды, а как будто ты заходишь куда-то, я не знаю, вовнутрь какого-то древнего животного. Это огромный какой-то динозавр, а ты зашел вот в такие вот его легкие. Слушайте, реально прям по затылку мурашки бегут здесь. Так, надо еще смотреть под ноги. Пока, пожалуйста, насладитесь всей вот этой вот волшебной плетеной структурой. И посмотрите, как это выглядит дальше. Ну, это же просто с ума сойти. Обалдеть. Понятно, что здесь место крайне популярное, что народу ходит здесь масса. Но я, честно говоря, просто безумно впечатлен. Некоторые особо сознательные граждане оставляют здесь свидетельство своего присутствия. Это нехорошо. Пожалуйста, не делайте так. Оставляйте только воспоминания, а забирайте только фотографии и видео, как говорится. Посмотрите, какая тут круть. Боже мой. Ну это же обалдеть совершенно. Крутяк вообще полный. Посмотрите, какая тут структура. Это как же всей этой воде и воздуху нужно было поработать, чтобы вот это вот все вот так вот промыть. И все это здесь на месте лежит уже миллионы лет. Как минимум, наверное, 50 миллионов лет. Просто нереальная, неземная красота и совершенно нереальное, неземное впечатление. Вот полное ощущение, что ты входишь куда-то вот в какого-то животного. То есть это какая-то, видимо, туша, а может быть не одна с одной стороны, другая с другой стороны. И ты просто
заходишь внутрь этого организма. Обалдеть. Тут такой вот внизу лабиринт. Высота этих стен, ну я не знаю, ну минимум 6 метров, может быть даже 8. А наверху такой вот острый совершенно край, тоненький. И все это спускается вниз, совершенно небольшой, такой расселенный. Я боюсь себе представить, как это выглядит сверху. И на самом деле это еще и штука очень опасная, потому что так вот не знаючи, ты просто идешь или едешь по степи, она ровная и гладкая, как стол, а тут вдруг такая вот расселена. Причем здесь она шириной всего, 1,5 метра. А туда дальше, если посмотреть, вот там вот, максимум ширина этой расселены, наверное, 1 метр. И там она дальше и сужается. Пойдемте попытаемся дальше пролезть. Тут все вот это вот совсем становится труднопроходимым. Блин, прям реально стрёмно сюда забираться. А какое здесь буйство цветов, разных форм и разных материалов. Вот посмотрите, здесь эта часть зеленого цвета, чуть выше она серого, еще чуть выше черного. Там вот дальше все такое белое. А вот это вот, смотрите, где-то примерно посередине какие-то вкрапления чего-то вот такого вот. Такая в меловой структуре пористая губка. И вот здесь тоже, и вот здесь, и все еще это покрыто каким-то там таким налетом. А здесь все вот это вот зеленого цвета. А тут опять серого. Дальше туда ущелье уходит вон куда и становится уже совсем узким. А посмотрите, какие своды. Как они выглядят потрясающе. Вот изъеденная водой и воздухом скала. Меловая такая структура. А вон там вот. Вы посмотрите, как будто бы это какие-то огромные какие-то клетки. Микроорганизмы, инфузории, туфельки такие вот. Только они размером такие по полметра примерно. Вот там вот наверху, смотрите, на краю даже колючка растет. Обалдеть. Как говорится, реально нереально. Просто обалдеть. Я уже везде, так сказать, обо все обтерся. А вот здесь еще что туда дальше пролезть. Блин, надо постараться, конечно. Здесь мало того, что узко, но еще и высоко. Но мне очень хочется залезть еще и дальше и посмотреть, что же там дальше. Блин, это вообще как бы потрясающая штука. Да просто божечки мои. Посмотрите, ну, здесь кто заботливый положил какую-то палку. Пролезть, как я сюда еще буду слезать? Не очень понятно. Но я оказался вот здесь, вот в такой вот, назовем это каверне, или, наверное, правильно это сказать, это полупещера такая. Потому что это такая вот круговая выемка. И где-то вот примерно на середине ее вот такие вот вкрапления камней. Причем их ниже нету и выше нету, почему-то вот только ровно на вот этом уровне. То есть это где-то, наверное, в половине возраста этой пещеры происходили какие-то вот такие вот действия. Где-то, наверное, на 25 миллионах лет что-то это было покрыто вот слоем таких вот спеченных камней. Они явно, смотрите, как будто спеченные, как будто сплавленные камни. И это они такие, какие-то прозрачные камушки. Что это за минерал? И какой температурой его сплавило? Это, конечно, обалдеть. А посмотрите, как этот ущелье, этот каньон выглядит вот отсюда. Вот мы здесь с вами пролезли по низу. И посмотрите, какая красотища открывается туда дальше. Как это волшебно все выглядит. И как это все круто выглядит сверху. Обалдеть. Ну что, давайте попробуем пролезть еще дальше в ущелье. Я уже и так испачкался, поэтому больше пачкаться уже не страшно. Главное, не повредиться здесь никак. Не навернуться и не упасть. Ой-ой-ой. Нифига себе.
Ну, чтобы уже здесь пробраться, нужно уже пролезать совсем на тоненького. А там, посмотрите, вообще все как выглядит потрясающе. У меня слов нет. Я не могу сформулировать ничего, потому что у меня просто открыт рот. У меня, блин, вылетело все из головы. Я ничем не могу никак это объяснить, потому что это выглядит потрясающе. Чтобы забраться дальше, нужно пролезать совсем через узенькие места. Мне с моей конституцией и моим весом, вероятно, это противопоказано, но я все равно попытаюсь, по крайней мере, вот сюда чуть-чуть дальше пролезть. Посмотрите, как это выглядит. Вот такой вот проход, очень узенький, и сверху все еще это накрыто такой вот крышечкой. Ну и вот, к сожалению, чтобы туда дальше пролезть по этому каньону, по этому ущелью, нужны уже такие более-менее альпинистские навыки. Потому что вот здесь, по всем вот этим ступенькам, пролезть, конечно, можно. Вот туда дальше. Ну, к сожалению, эта задачка не для меня. Но даже то, что куда я пролез, и то, что я увидел, просто оставляет неизгладимое впечатление. Это просто обалдеть. Нереальная красота. Дальше я здесь не полезу, но я постараюсь обязательно выехать наверх, объехав там где-то сзади. И постараюсь подъехать и подойти, посмотреть, заглянуть в ущелье сверху. Потому что сверху наверняка это будет вообще завораживающе страшный вид. Казахстан рулит. Мангыстау удивляет. Обалдеть. Приезжайте сюда посмотреть. Ничего не портите, не пишите на стенах и не увозите ничего. А посмотреть приезжайте обязательно, потому что это нереальные впечатления. А еще здесь абсолютная тишина. Нету ни витриночки. И огромное эхо. Короткое, но сильное. Есть кто-нибудь? Кстати, еще очень здорово, что я здесь один. Потому что если бы здесь кто-нибудь лазил еще, то мы бы друг другу мешали. А так, блин, вообще. Страшенная красота. Вот это именно та самая штука. Это страшная красота. Балдеть. Друзья, я уже выехал из ущелья Ибыкты наверх. Чтобы вы понимали, как здесь все устроено, я вам отсюда с верхней точки покажу общее представление. Вот это вот все бескрайняя, гладкая, как стол, степь. Где-то там вдалеке, уже на грани видимости, видны некоторые возвышения и холмы. А с этой стороны вся эта степь понижается вот в такую вот большущую впадину, которая с той стороны тоже огорожена холмами. И вот эта вот вся впадина потихонечку сужается и уходит вот туда, в уголочек, если вам видно. Давайте я постараюсь увеличить. И вот это вот и есть ущелье, где мы только что с вами были. Ущелье Ибыкты. Необыкновенной красоты место. Сейчас я попробую как-то это все вот там по кругу объехать и приехать туда, на верхнюю точку.
Но даже то, что я уже здесь видел, это просто неизгладимые впечатления. Одно из тех мест, которые буду помнить всю жизнь. Вот такая вот красота. Обязательно побывайте в ущелье Ыбыкты. А вот как само ущелье выглядит сверху. Даже здесь слышно эхо оттуда раздается. Вот там, вот там. Мы входили в ущелье. Мы прошли буквально несколько метров и на этом остановились, потому что дальше было не пройти. А здесь это ущелье идет, вот смотрите, как его видно сверху. Вот оно идет дальше. Такая вот расселена. Сейчас я постараюсь подойти поближе к краю, хоть это и крайне ссыкотно, потому что я, как вы помните, мы же с вами видели с той стороны снизу, какие очень тонкие и острые края у этого ущелья. Но очень хочется заглянуть вниз, сверху посмотреть, как все это выглядит. Выглядит это все прямо чрезвычайно потрясающе. Ну вот посмотрите, там даже лед есть. Ну лед, понятно, здесь есть, потому что были морозы недавно. Ну и вот туда все это вода промывала, углублялась все глубже и глубже. И с каждым годом все это расселено становилось все глубже и глубже. И вода утекала куда-то вот туда. А здесь края, смотрите, как промыло. Сколько здесь грунта было. И сколько все этого камня, ракушечника унесено вот этими бешеными потоками. Потрясающее место. Просто вот обалдеть. Ну, еще один мой совет. Если вы сюда соберетесь, то едьте пораньше. Потому что, когда я был, здесь не было никого. Была абсолютная тишина и пустота. А вот пока я уже выезжал, ехал обратно, мне по дороге попалось уже 4 машины, которые, ну, скорее всего, ехали сюда. Посмотрите, как это все промыто водой. Все, что растворялось, все из этого камня выедено. Все легко растворимые примеси по чуть-чуть растворены и унесены водой. И остается только более твердый камень. Друзья мои, меня переполняют эмоции. Это потрясающе, удивительное, страшное, упоительное, красивейшее, впечатляющее, мощнейшее место. Одно из лучших из тех, что я здесь видел. Возможно, не самое лучшее, потому что посмотрел я здесь за 3 месяца пребывания совершенно точно не все. Даже, наверное, и третьей части всех богатств Мангыстау я не посмотрел. Если у вас будет такая возможность, если вы никогда еще здесь не были, обязательно приезжайте посмотреть. Относитесь бережно к природе, но посмотреть на это нужно обязательно, потому что это абсолютное воплощенное волшебство. Такое вот сегодня видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что поддерживаете мой канал. Спасибо, что ставите лайки, что пишете комментарии. Отдельное спасибо, если вы подписаны и у вас включено уведомления. Огромное спасибо, если вы рассказываете про меня и мои видосики всем своим друзьям. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. Каньон Ыбыкты, ущелье Ыбыкты – это абсолютно крутое место. Приходите еще. А на сегодня пока.